Ребят, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Пришло время сделать это уникальное видео, потому что я на просторах интернета вообще не видел вот такого сравнения. Все OnePlus 2021 года и самый крутой 2022 года. Сегодня мы посмотрим разницу между OnePlus, который стоит 30 тысяч рублей, это Nord 2, звук прямо сейчас идет с него, и посмотрим, насколько он хуже самого дорогого OnePlus, это 10 Pro, звук прямо сейчас идет с него, это 10 Pro, который стоит в районе 80 тысяч рублей. Кстати, 10 Pro еще пока не продается на российском рынке официально, это только китайская версия. Также мы сегодня сравниваем предыдущего флагмана, OnePlus 9 Pro, звук прямо сейчас идет с него, и взяли еще один такой промежуточный флагман, это OnePlus 9 RT, звук прямо сейчас идет с него. Мы, естественно, посмотрим фото и видео, все остальные режимы, которые мы можем использовать ежедневно, чтобы понять, насколько же велика эта разница. В общем, видео будет, как всегда, максимально интересным. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Тут важно отметить, друзья, что OnePlus 10 Pro или, например, Xiaomi 12 Pro сейчас приобрести в России достаточно сложно. Но есть все-таки магазины, в которых это можно сделать. Я говорю сейчас про магазин Цифрус. Во-первых, цены хорошие. Во-вторых, очень хороший ассортимент. Есть прямо модельки, например, Honor Magic 3 Pro. У меня, кстати, на него скоро будет видео на канале. OnePlus 10 Pro или, например, Xiaomi 12 Pro или, например, Pixel 6 Pro. И цены, самое главное, очень хорошие. В общем, я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Если захотите приобрести, воспользуйтесь этой ссылкой, вам будет подарок, так что welcome. В целом, что я могу сказать по фронтальной камере? Да, Nord, наверное, дает самую такую не очень хорошую картинку, я бы сказал так, то есть она прямо визуально отличается. Еще все смартфоны дают разную картинку по цветовой передаче, да, где-то похолоднее, где-то посветлее, а вот, например, на 9 Pro вообще какой-то цвет так немножко грязноватый. Понятное дело, что все это очень сильно зависит от освещения. Будут стоять здесь белые лампы, будет одно освещение. Будут стоять здесь желтые лампы, а ведь обычно в городах вечером и ночью работает именно желтый свет, и, соответственно, все будет уже по-другому работать. Ну что, предлагаю пройтись и посмотреть на стабилизацию. Чем вообще интересны OnePlus? Да тем, что это очень оптимизированные устройства, то есть они хорошо работают. Поэтому нам не обязательно покупать топовое устройство, чтобы получить максимально классный пользовательский опыт. И вибрация хорошая, и хорошие процессоры стоят, и энергосбережение, все хорошо. Но вот камеры все-таки разные. И поэтому я и делаю это сравнение, и вы просили его сделать, чтобы мы понимали, насколько велика вот эта разница в камерах между самым недорогим Nord 2 и самым дорогим OnePlus 10 Pro. И заодно мы, соответственно, зацепим и другие OnePlus, и предыдущие флагманы, и промежуточные флагманы. Так что будет очень полезно и интересно. Ну, как вам съемка фронтальной камеры? Напишите, пожалуйста. Мне кажется, что на 9 Pro я очень какой-то засвеченный, честно говоря. Что думаете? Ну и теперь пройдемся по вечернему Питеру, Full HD 30 кадров в секунду. Мне, знаете, кстати, нравится картинка на Норде 2. Мне нравится, что небо темное, потому что сейчас же ночь и не надо ничего засвечивать. Вот, например, на RT очень светлое небо, на 9 Pro оно вообще фиолетового цвета, да? Ну, то есть определение баланса белого так себе. Мы смотрим сейчас на стабилизацию, что очень круто, на всех камерах здесь оптическая стабилизация и цифровая, конечно. В целом, конечно же, если камеры рядом не сравнивать, то по большому счету все примерно одно и то же. Еще одни очень сложные условия, безумно красивый храм, который находится в Санкт-Петербурге, и все смартфоны не справляются вот с этой яркой частью и, видите, засвечивают. При том, что у нас будут еще фотографии сегодня с этим же храмом, и там будут очень интересные результаты. Ну, здесь, во-первых, мне нравится стабилизация на Норде, ну, классная стабилизация, очень спокойная, ровная. Здесь смартфоны отлично справляются с балансом белого, никто ничего не путает, но у нас сегодня будут видео еще, где очень сильно смартфоны путают баланс белого. Ну и везде все засвечено. Ну окей, OnePlus 10 Pro чуть менее засвечивает вот эту часть яркую, чем, например, Nord. Но Nord при этом отлично, как литой стоит. А вот здесь я вам хочу показать, как определяется баланс белого на 9 Pro. Это же посмотрите, какой ужас. Я не понимаю, Hasselblad вообще вот от этой ситуации не тошно? Не позорит ли OnePlus 9 вот таким цветом славное имя Hasselblad? Hasselblad — это дорогая компания, и в итоге вот такое сотрудничество и такие цвета. Посмотрите на цвет снега. Это как он таким становится-то, а? На Норде, кстати, цвет снега.
и на OnePlus. И вот раз, видите, все немножко изменилось. Сейчас уже 9 пошла чуть-чуть в розовые тона. Ну, то есть у нас постоянно плавает баланс белого, при том, что, ну, ничего в кадре сложного нету. То есть вот сейчас, например, да, ничего не мешает делать нормальную картинку. Все делают примерно одно и то же. Однако и 9 Pro, и Nord делает чуть более такую голубоватую картинку. OnePlus 10 показывает хороший. И вот сейчас, посмотрите, просто все становится синим. То есть как только в кадре у нас появляются какие-то яркие светлые объекты, все, у нас сразу меняется цветовая температура. Но, что самое интересное, она не на всех смартфонах меняется. То есть, например, OnePlus 9 Pro делает картинку синий или голубой, а ведь другие не делают. То есть, как это так работает? И еще самое интересное, это все в рамках одного бренда, это все подкреплено Hasselblad'ом. Я сейчас говорю, конечно же, про 9 Pro и 10 Pro. Ну, то есть это крайне странная ситуация. И ведь не угадаешь, какой смартфон, где что. Ну, посмотрите, какой ужас, а. Ну, просто, ну ужас ведь. Ну, неужели они там у себя... Посмотрите, Nord 2 круто, OnePlus 9 Pro ужас. Это, кстати, сейчас у нас 4К, 60 кадров в секунду. Ну, и вы видите, да? Опять же, Nord, чуть голубоватая картинка, 9 Pro, просто жесть. Я не знаю, как они там в OnePlus вообще вот выпускают такой продукт. И не стыдно им вообще смотреть в глаза потребителям. Да, при том, что, конечно же, на самом деле камеры же хорошие, да, снимают хорошо, видео хорошо снимается. Но вот эти перепады баланса белого туда-сюда, то синее, то голубое, в очень простых условиях, это, конечно же, ну, реально печально. И ведь ничего с этим практически не сделать. Но зато стабилизация хорошо работает. Достаточно хорошо. Как всегда, вы просите делать съемку в помещении, соответственно, я делаю это, тем более, что у нас здесь на Радио Рекорд большое количество разных световых приборов, различных ярких объектов, поэтому на них очень хорошо смотреть. На каком-то смартфоне была черная надпись, а на каком-то с синеватым оттенком. Ну и как меня тут недавно просили, фокус показать. Окей, давайте я это делаю, смотрите. Мне кажется, что 10-ка хуже всех в итоге по фокусу, дольше всех, вот особенно вдаль уходит. Это, честно говоря, странно. Комната для тестирования съемки в темноте. Вот тут вообще сразу все понятно, кто молодец, кто нет. 10-ка-то не очень хорошо по деталям. Ну, то есть 9RT, 9 Pro и в какие-то моменты даже Nord. Более детализированная картинка получается. Это прикольно. Давайте пройдемся, посмотрим на стабилизацию. О, это Гришин. Запомните это лицо. Вот, кстати, тут тоже можно посмотреть, у кого динамический диапазон получше. Посмотрите, лучше всего лампа видна на Nord 2. Вот это прикольно. Казалось бы, да, смартфон за 30, самый слабенький, по сути, среди всех этих смартфонов, а в итоге раз и показал вот так вот лампу. Это стена, по ней тоже мы судим, как же смартфоны наши показывают. Это я со смартфонами. Ну и ширик заодно проверяем, такая же ситуация. Посмотрите, кстати, 10-ка дает другую картинку по цветам, чуть более желтая у нас получилась стена. Вот здесь таблички более-менее одинаковые. А вот сейчас с шириком мы заходим опять в эту зону и посмотрите на 10-ки. Во-первых, цвет не тот, во-вторых, ужас. Худший ширик вообще из всех. Хуже, чем в Норде, хуже, чем везде. Это просто трэш какой-то. Как в OnePlus 10 Pro затесался вот такой ширик? Ну вот интересно, вот если бы сейчас был бы здесь где-то представитель OnePlus, как бы он объяснил, почему такой плохой ширик на таком хорошем, дорогом смартфоне? Как так вышло? Стабилизация, кстати, посмотрите, немножко хромает на Норде. Такая она, ну такая прямо хромающая. В общем, друзья, вот как снимают наши красавчики. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу видеосъемки и разницы между Nord'ом, например, и 10 Pro. А мы сейчас будем переходить к фото. И это прям будет жарко. Ну что, теперь основная часть нашего уникального контента. Такого сравнения на просторах интернета ни на российском, ни на зарубежном вы не найдете. Так что, друзья, это уникальный контент, и он исключительно для вас.
Я сделал огромное количество фотографий днем, ночью, портретиков и так далее. Посмотрите, 301 фотография. Естественно, будут и задействованы телевички, ночной режим и все остальное, яркие объекты и спокойные объекты. Можно прямо сходу поставить мне лайк и давайте смотреть. Вот такая у нас есть замечательная церковь. На Лиговском проспекте находится. Сразу видно, что десятка ушла в более теплые тона. И посмотрите, какой приятный цвет у 9 Pro. Делаем увеличение. У нас также есть разница в небе. Много шумов на Норде. Ну и точно можно сказать, что на десятке детализация выше, чем на всех смартфонах. Плюс на всех смартфонах на самом деле примерно одна детализация. Однако вот на RT, например, вот здесь, посмотрите, темно, а Nord здесь показывает нормальную картиночку, и 9 Pro здесь нормальную картинку показывает, а RT немножко темноват. Видите, во всех вот этих зонах прямо темно. Широкоугольная камера, опять та же самая история. И RT, и 10 Pro дает желтую картинку, и прохладнее картинка на Норде и на 9 Pro. Мне попрохладнее больше нравится. Мы уже знаем, что на десятке ширик не самый лучший, но давайте посмотрим, насколько он не самый лучший. Видно, что он проигрывает 9, видно, что он проигрывает RT. Ну, Норду, наверное, он все-таки не проигрывает. Смотрите, какая большая разница между Нордом и RT. 9 Pro и 10. Ширик, конечно, да, на десятке ужасный. В уровень Норда. Но это 10-кратное увеличение, причем оно у всех разное. Здесь есть два телевичка на 9 Pro и на 10 Pro, и просто увеличение на Норде и на 9 RT. Все фотографии у нас разные получились по цветам, а вот что по детализации? Ну, по детализации можно сказать смело, что 9 и 10 делают картинку лучше по деталям. Однако на 9 посмотрите, какое огромное количество шумов, ну то есть очень грязная картинка получается. Ночь превращается вообще непонятно во что. В целом на Норде и на RT достаточно мыльно, причем на Норде мне даже может больше нравится, чем на RT. Следующая картина — это вот такой вот мост, сфотографирован в ночном режиме. Самая темная фотография у нас получается на 9 Pro. Здесь на самом деле сложно сказать, что хорошо, а что плохо. Кто-то очень сильно засвечивает ночь и превращает ее в вечер, а кто-то наоборот этого не делает. Ну, честно говоря, зная OnePlus, тут вообще как получится. Обратите внимание на засветы. На 9 Pro вот здесь все полностью засвечено. На Норде не засвечено, на RT не засвечено, а на 9 Pro полностью засвечен мост. Мне вообще, честно говоря, нравится, как получилась фотография на Норде. Такая очень цельная и прикольная, не пересвеченная. Ну и вообще по деталям в целом не то, что все примерно одинаково сделали, но достаточно соизмеримо. Да, наверное, на 10 и на 9 поинтереснее, чем на Норде. Но в целом, вот если смотреть фотографию отсюда, Норд сделал отличную фотографию. Еще одну замечательную церковь я нашел в московском районе. Опять же, посмотрите, очень желтые фотографии RT и 10 Pro. И более холодные цвета, но более правильные и приятные на Норде и на 9 Pro. Мне вот не очень нравится, когда желтизной отдают, а здесь вообще еще какой-то и зеленцой отдают. Ну, давайте посмотрим на детали. Детали, кстати, очень близки, и вот судя по этим деревьям, то на 10 и на 9 Pro вообще по деталям получилось похуже, чем на Норде и на RT. Плюс на 10 вот тут засвет, а все остальные справились с этим засветом нормально. Вот этот засвет в окне никто не смог обработать. На 9 RT темновато в тенях, мы уже с этим сталкивались. Ну и в целом по деталям неплохо. Прям сказать, неплохо. Да, шумновата картинка на Норде, но в целом нормально. Это наш широкоугольный модуль. Опять же, похолоднее на Норде и на 9 Pro, потеплее на 9 RT и на 10 Pro. У вас, кстати, спрошу, вам вот как больше нравится, когда похолоднее или потеплее? Смотрим на верхнюю часть церкви. Вообще, ну, по деталям достаточно близко получились фотографии. Норд все-таки проигрывает. Смотрите, какой снег получился на Норде. Ну вот вообще самый слабенький. Ну, собственно, ставни, вот это все, да, видно. Все остальные смартфоны справились неплохо. Причем 9 порой справилась даже лучше, чем 10. Еще одна очень сложная фотография, потому что, посмотрите, никто не справился с этой фотографией, и все засветили эту церковь. Меньше всего, наверное, засветил 9 Pro. Это вот так вот у нас работает HDR. Да, я понимаю, что вокруг было очень темно, и церковь очень светлая, ну, простите, надо справляться. По деталям, кстати, если смотреть вот на елку, то, ну, понятно, да, на Норде чуть поменьше деталей, но в целом, опять же, не то что соизмеримо, но разница невелика между Нордом, который стоит там 30 тысяч рублей, и 10 Pro, который стоит 80 тысяч рублей. Та же самая фотография сделана на широкий угол,
Вот тут уже справился и 10 Pro, и RT. Nord и 9 Pro не справились. Ну и фотография с увеличением. Тут вот уже нормально у всех получилось. Очень хорошо увеличение работает на 9, даже лучше, чем на 10. И разница сильно заметна по сравнению с Nord и с RT. И RT, кстати, как-то по деталям совсем не очень. Еще одна вечерняя фотография. Ой, посмотрите, какая грязноватая получилась фотография. Желтовато-грязноватая RT и 10 Pro. Но это не очень мне не нравится, что все-таки такие желтые и грязноватые получаются фотографии. Да, конечно же, смартфоны помимо Nord все справились вот с этим засветом, да, все это сделали хорошо. Nord отличился в худшую сторону. Но по цвету мне больше всего нравится Nord. Мне нравится, когда церковь белая, ну или такая бежевая, а не вот такого грязноватого цвета, как на всех остальных смартфонах. Особенно RT и 10 Pro. Это Смольный собор. Опять Nord лучше всего по балансу белого. Посмотрите, какой желтый снег у нас на всех снимках, кроме Nord. Nord самый приличный получился. Ну и детализация. Да, изучаем. На Nord, конечно, детализация похуже, чем у всех. 10, наверное, справилась лучше всех. Но при этом на 10 он какие-то артефакты. Посмотрите, все небо в каких-то мелких точечках. Все в шумах. Еще одно очень красивое здание находится в центре Санкт-Петербурга. Очень фактурное, очень рельефное, большое количество световых объектов. И в целом смартфоны справляются хорошо, особенно каких-то засветов прямо нету. Да, наверное, на Nord этих засветов чуть побольше, чем на других. Вот, например, вот эта зона, да, на Nord засвечена, а на 9 Pro и 10 Pro нет. 9 Pro, опять же, делает более детализированную какую-то по картинку, чем 10. И вообще 10, не сказать, что по деталям сильно хороша. То есть тут от снимка к снимку получается. Вот фотография часовни сделана в ночном режиме. Самая светлая фотография у нас на Nord. Ну и на Nord не хватает детализации, заметно. То есть мы можем вот уже сделать вывод, что Nord практически во всех сценариях делает картинку по детализации лучше. Причем по балансу белого. Наоборот, мне нравится, но по деталям не хватает. RT тоже периодически проигрывает, ну и 10 с 9 периодически меняются местами, какой из них лучше, какой хуже. Можно вообще сделать отдельное сравнение 10 и 9, если вам это нужно, посмотреть, что же изменилось в этих поколениях, напишите, пожалуйста, в комментариях. Эта же фотография сделана на широкий угол. Мне нравится на 9 Pro цвета, немножко такое голубое небо. 10 у нас слаба по деталям, на ширике, да, ну она не то что проигрывает Nord, но точно проигрывает и RT, и 9 Pro. Как так получилось, что на 10 такой ширик? Что могут OnePlus сказать в ответ к претензиям? Сложно сказать. В общем, друзья, это были ночные фотографии. Ну, как мы с вами заметили, телевички хорошо работают на 9 и 10, лучше, чем на Nord и на 9 RT. По цветам в желтое очень сильно уходит RT и 10 Pro. Nord по детализации делает самую слабую картинку. Однако она не так далеко все равно ушла от 10 Pro, чтобы назвать разницу критичной. Давайте теперь рассмотрим портретики. Первая фотография достаточно простая, портретный режим. Сзади у нас яркий контровой свет, поэтому смартфоном тяжеловато справляться. Видно, как 10 делает прямо другую картинку по сравнению со всеми остальными. Кто-то, может быть, даже скажет, что немножко перебарщивает. И, ну да, реально перебарщивает. И по цветам слишком желтое делает. По детализации мне RT очень нравится, как получилась картинка. 9 Pro тоже неплохо. 10 так себе. Если смотреть на курточку, да, на детализацию, на фактуру. Цвета, во-первых, кстати, разные, да, вы видите. Но в целом очень яркая картинка на 10 Pro и, может быть, даже с перебором, как я сказал. Мне вот понравилось на 9 RT. Хорошо. Дальше мы в портретном режиме делаем увеличение. На 9 Pro и на 10 это оптическое увеличение. Опять светлая картинка получается на 10 Pro. Так настроили Hasselblad. Nord начинает сильно проигрывать. RT по-прежнему неплохо. Посмотрите, да? На Nord прямо уже не вытягивает картинка. Честно говоря, вот этот желтый цвет на 10 не очень мне нравится. Вот 9 Pro неплохо сделала. Но и видно, что телевички делают фотографии лучше, чем просто увеличение. Фотография в домашних условиях. Сзади у нас яркое окно. Это Оскар. Фотография на основную камеру. По деталям все неплохо. Да, на Nord поменьше деталей. 9 что-то с деталями не очень справилась хорошо. А RT и 10 Pro окей. Свечка тоже у всех, в принципе, получилась хорошо.
может быть, только как-то засветилась на десятке и на Норде. Еще одна фотография в домашних условиях. Опять видим, что десятка пытается слишком вытягивать лица. На некоторых фотографиях это адекватно, но на некоторых это перебор. Здесь мне нравится, как фотография получилась на девятке. РТ более-менее нормально, но вот девятка мне нравится больше всего. По деталям тоже девятка, наверное, лучше всего получилась, потом десятка и потом Норд и РТ. Еще одна фотография. Здесь десятка Pro тоже делает фотографию ярче, чем все остальные, но здесь более-менее в пределах разумного, хотя вот лоб еще чуть-чуть и засветился бы. Здесь у нас фотография прям семейная, и собачка Берри, и даже есть еж. У нас дома живут ежи, представляете, 2 штуки. Стив и Ламба их зовут. Это африканские маленькие ежики. И я могу сказать, что посмотрите по детализации. Nord 2. Смотрите, какая хорошая фотография получилась. Прямо по деталям мне нравится даже, наверное, больше, чем десятка. Прямо очень-очень прилично. Может быть, даже излишне много деталей. Еще один портретик в домашних условиях. Это сын Платон. У него, кстати, сегодня день рождения. У нас все зимние. Сначала Оскар в декабре, потом я в декабре, потом Саша в январе. И в феврале Амелия и Платон. Девятка Pro сделала самую такую холодноватую фотографию. Наверное, немножечко перебрала она здесь. Желтый цвет все-таки получше. В целом все фотографии, выглядят нормально, можно вот сказать. Особо какой-то глобальной разницы я не вижу. Ни по деталям, ни по обработке. Вот лицо какое-то шероховатое получилось на девятке Pro. И вот тут на десятке съедены волосы. То есть они съедены больше, чем на Норде даже. Еще один Сашин портрет. Опять самая светлая фотография на десятке. Это неплохо, да, она иногда попадает как надо, вот как сейчас. Посмотрите, такой приятный цвет лица, скинтон так называемый, по сравнению с достаточно бледным РТ, и бледный Норд получился. Девятка ближе к десятке. Но по деталям я бы сказал, что десятка как-то не сильна здесь совершенно. И вот если на собачку Берри посмотреть, то тоже. Берри, кстати, видите, ушла немножко в голубые какие-то тона и на РТ, и на Норде. На девятке вот получше, а на десятке вообще все смазанное получилось. Короче, в плане портретов можно отметить, что десятка делает очень светлые портреты. Иногда это хорошо, но иногда это пересвет. Надо как бы понять, где фотографии получается лучше. Ну и не сказать, что есть прямо глобальная разница, опять же, между камерами. Вот когда на телевичок фотографируем в портретном режиме, вот тогда разница в целом видна. Давайте посмотрим еще несколько дневных фотографий. Ну вот наша Санкт-Петербургская телевизионная башня. В целом хорошо все справились. Давайте смотреть на детализацию. Ну, понятно, Норд слабее всех. И здесь вот постепенно идем к самым хорошим фотографиям, которые находятся на десятке. По детализации, по крайней мере. Хотя шумов достаточно много. Делаем увеличение двукратное и трехкратное. Ой, на десятке, на девятке какая-то тут беда. Не знаю, почему получилась фотография именно такой, как будто бы это глюк, не знаю. В целом можно отметить Норд и РТ примерно одна детализация, ну и соответственно лучшая детализация на десятке. Правда, тут, я говорю, вот девятка как-то странно отработала, деталей много, но куча всяких разных шумов. Еще одна фотография, кстати, здесь была полная темнота, желтоватая фотка получилась на РТ, но мы с вами отмечали, что РТ порой делает темноватые фотографии. И вот здесь было очень сильно темно, Норд слабее всего, РТ, девятка Pro и какая-то вообще розовая фотография получилась на десятке Pro. Ну, как бы разница, конечно, заметна, но тут, скорее всего, Норд просто проигрывает всем. Девятка, кстати, вот забор вот этот, да, слабее, чем на РТ. А это вообще забавная фотография. Знаете, она почему забавная? Посмотрите на голубой цвет на 9 Pro. Это откуда Hasselblad и OnePlus решили, что фотография должна быть вот такой. Она такой становится из-за вот этих желтых объектов. Но почему Nord делает отличную фотографию, очень правильный снег, и при этом желтый цвет есть? RT делает хуже, 9 Pro делает еще хуже, и более-менее нормально делает десятка. Как так получается? Смотрите, какая хорошая, красивая фотография на Норде. Вот так видел глаз. РТ и Прошка, конечно, намутили тут. И если бы это было один раз, но это совершенно не один раз. Здесь уже десятка намутила. Норд по-прежнему делает классные фотографии по цветопередаче. Посмотрите, просто идеально. Ну и все остальные, ну реально плохо. По деталям, понятное дело, Норд у нас немножко проигрывает. Практически во всех сценариях. Но, блин, вот эти голубые фотки.
Посмотрите, насколько они голубые. Это ужас просто. Ну и еще одна фотография опять. Смотрите, RT. И 9 Pro просто выдает ужасный цвет. То есть тут надо переходить в ручной режим и менять баланс белого. Но тут вот 10 Pro хорошо справилась. Ну и, собственно, наш красавчик Nord. Молодцом. В помещении фотографии делаем. Смотрим на вот эту верхнюю люстру. Засвет на 10 Pro лучше всего отработан. У всех остальных все достаточно сильно засвечено. Смотрим на детализацию. Ну, Nord у нас послабее по детализации, мы это уже с вами поняли. В остальном, ну, плюс-минус одинаково. Какой-то глобальной разницы нету. Вот даже тут надпись «Любимый» на РТ лучше, чем на 9. Ну и это же фотография на широкий угол. С засветом 10 Pro тоже очень хорошо справляется. Лучше, чем все остальные. А вот с детализацией 10 Pro хуже, чем, наверное, все остальные. Даже хуже, чем Nord 2. Да, печаль. 10 Pro и ширик — это просто печаль. В целом, по дневным фотографиям я могу сказать, что ужасный баланс белого на 9, на РТ. Периодически 10 тоже делает плохую фотографию. Nord просто супер, просто красавчик. Вот эта, кстати, фотография сделана тоже в полной темноте, то есть здесь глаз вообще практически ничего не видит. Естественно, включается ночной режим. Я бы сказал, что в принципе все справились хорошо. 9 немножко потемнее сделала фотографию, но вообще и по деталям, и все достаточно вот неплохо. Смотрите, да, Nord вот сделал какие деревья по сравнению с 10. Ну, отлично. В этом режиме Nord себя показывает классно. И по цветам, кстати, хорошо. Нет вот такого какого-то перекоса. Какие-то розово-фиолетовые тона, как на 10 Pro. Ну и селфи-фотография. Сзади у нас яркий свет. И немножко, кстати, засвечено на 10 Pro фотка получилась. Я тут, честно говоря, не самый какой-то красивый получился. 10 вообще как-то меня обработала. Хотя бьюти-режим выключен. Но здесь видно, что с глазами точно что-то произошло. И, наверное, это небольшой перебор. В целом, по детализации, вот судя по бороде, у всех примерно одинаково, да? Какой-то особой разницы-то и нет. Хотя фотка выглядит совершенно по-разному. В общем, друзья, посмотрели мы большинство из фотографий, которые я для вас сделал. Ну, что вы можете сказать? Мне было, в принципе, что важно, да? Это у нас эксперимент. Мы сравниваем самый дорогой, считайте, 10 Pro с недорогим Nord 2. Мы смотрим, в чем же у нас разница. Ну, наверное, вот Nord все-таки похуже, а RT отлично. Хорошие фотографии, детализации хватает. Порой только, наверное, телевичка, а РТшки не хватает, а так все как бы хорошо. Ну, собственно, там, где уже телевичок, там и начинается 9 Pro. Ну, в общем, как-то так. В целом, я доволен этим фотосравнением, и мне кажется, что на каждый смартфон можно делать хорошие фотографии. Я вам вообще, знаете, желаю, чтобы вы на ваш смартфон научились делать хорошие фотографии. Ведь вы должны помнить, что фотовозможности в основном зависят не только от того, на что вы фотографируете, а от того, как вы это фотографируете. Ракурс, расстановка кадра, нашли ли вы какие-то прикольные объекты, нашли ли какую-то прикольную идею съемки, или просто взяли, щелкнули стену, получилась ерунда. В общем, я желаю вам делать классные фотографии. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Очень надеюсь, что оно было для вас полезным. Я люблю на своем канале делать уникальный контент. На этом все. Меня зовут Фил. Не болейте. Всем счастливо и пока.